Карим Бензема не нужен лондонскому Челси. Охота за Хаби Алонсо. Новые кандидаты на пост главного тренера Барсы. Борьба за Альфонсо Дэвиса. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Полузащитник Севильи Иван Ракитич прошел медобследование перед переходом в саудовский Аль-Шабаб. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, полузащитник находится в шаге от завершения трансфера в саудовский клуб. Ранее появлялась информация о том, что хорватский футболист недоволен количеством игрового времени, которое он получает при новом главном тренере Севильи Кике Санчесе Флоресе. Ракитич уже попрощался с некоторыми сотрудниками испанского клуба. Сообщалось, что полузащитник подпишет двухлетний контракт. Лиль может получить от ПСЖ предложение в более 50 миллионов евро за защитника Лени Йора, сообщает L'Équipe. Парижане готовятся к этому. Они хотят оформить это как полноценный трансфер сейчас или как аренду с правом выкупа. Президент Лиля Оливье Летанг ранее заявил, что клуб отказывается обсуждать потенциальный трансфер этой зимой. Йора заинтересовал ряд клубов. Среди них Бавария, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ливерпуль, Реал, Челси, Тоттенхэм и Вест Хэм. Лени является воспитанником Лиля и всю карьеру провел в этом клубе. Главный тренер Арсенала Микель Артета может возглавить Барселону, сообщает The Sun со ссылкой на испанского журналиста Жерара Ромеро. По его данным, спортивный директор Барсы Деку начал общаться с агентами потенциальных кандидатов в течение последних нескольких недель. Помимо Артеты, в список потенциальных кандидатов на пост главного тренера Барселоны входит Юрген Клопп, который летом покинет Ливерпуль, а также тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн. А другое издание, а именно Sky Sports, сообщило о том, что Артета не покинет Арсенал этим летом. А немного позже и сам Микель прокомментировал эти слухи. Присоединяюсь к Барселоне? Нет, это полностью фейковые новости. Я не знаю, откуда они взялись. Это совершенно неправда. Я расстроен из-за этого. Мне очень хорошо там, где я нахожусь. А Кристиан Фальк утверждает, что Ханс-Дитер Флик стал ведущим кандидатом на замену Хави. Он утверждает, что сейчас это самый актуальный вариант на замену тренера в конце сезона. На нем настаивает президент каталонцев Жоан Лапорта. Бывший главный тренер Баварии и сборной Германии готов к новому вызову. Его привлекает возможность поработать за рубежом. Сообщалось, что Лапорта уже пытался договориться с Фликом в 2021 году. Челси и Манчестер Сити находятся среди клубов, наблюдающих за ситуацией левого защитника Баварии Альфонсо Дэвиса. В данный момент у игрока остается только один полный год по действующему контракту с Баварией, а переговоры сторон о новой сделке пока ничем не увенчались. Если в ближайшие недели или месяцы сторонам не удастся договориться, Бавария может задуматься о продаже канадца в летнее трансферное окно. По информации Daily Mirror, за ситуацией вокруг Дэвиса внимательно следит Челси, который планирует обзавестись конкурентом для Бена Чилвелла на левом фланге обороны. Леви Колвилл, который способен сыграть на этой позиции, должен будет заменить Яго Силву в центре обороны. Конкуренцию Челси в борьбе за Дэвиса готов составить Ман-Сити, чей главный тренер Хосеп Гвардиола в этом сезоне успел попробовать слева в обороне Серхио Гомеса, Натана Аке, Мануэля Аканжи и Йошка Гвардиола. Сам Альфонсо говорит следующее: «Я чувствую себя здесь очень комфортно. Я играю в невероятной команде за один из абсолютных топ-клубов Европы», приводят его слова Bayern Germany. Манчестер Сити, Бавария, Мадридский Реал и Ливерпуль следят за главным тренером ливеркузенского Байера Хаби Алонсо, сообщает BBC. По их информации, горожане присматриваются к испанскому тренеру на случай, если Хосеп Гвардиола не продлит истекающий следующим летом контракт. Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо является основным кандидатом на замену Юргену Клоппу в Ливерпуле. Алонсо стал главным тренером немецкой команды в октябре 2022 года. Маркусу Решфорду грозит дисциплинарное наказание от Манчестер Юнайтед. Нападающий Красных Дьяволов пропустил тренировку команды и игру против Ньюпорта в Кубке Англии из-за болезни. В среду его видели в ночном клубе. Главный тренер манкунианцев Эрик Тен Хаг прокомментировал ситуацию так: «Это внутреннее дело, и я с ним разберусь».
По информации The Sun, игроку грозит штраф в размере зарплаты за 2 недели. Эта сумма составляет 650 тысяч фунтов. Когда впервые было высказано предположение, что Маркус пропустил тренировку, потому что его не было дома накануне вечером, он отрицал это. Удивительно, что он думал, что сможет прийти в клуб полный людей и заявить, что этого не было. Тренер будет очень разочарован, отметил анонимный источник. Футболист Баварии Лерой Сане высказался о своем будущем. «Я уже переговорил на этот счет с Кристофом Фройндом. Все в порядке. Мы договорились встретиться вновь. В конце концов, посмотрим, что произойдет. Когда у тебя есть семья, ты принимаешь решение из-за нее. В данный момент все идет очень и очень хорошо для нас. Мы чувствуем себя комфортно в Мюнхене», приводит слова Сане Bayern and Germany. Зинедин Зидан не возглавит сборную Алжира. Ранее сообщалось, что Алжирская федерация футбола заинтересована в назначении Зидана на пост главного тренера команды и готовит крупное предложение. Близкие Зинедина хотели, чтобы он всерьез обдумал такой вариант. В воскресенье Ален Мильячо, агент французского специалиста, встретился с представителями федерации. Сторона тренера окончательно отвергла возможность назначения в сборную Алжира. Переговоры завершились из-за вежливого отказа Зидана. Алжирцы продолжают поиск нового главного тренера. Одним из кандидатов на эту должность является Хулиан Лопетеги, ранее возглавлявший сборную Испании и мадридский Реал. Жуау Палинья из Фулхэма, Мартин Субименди из Реала Сосьедад и Джейкоб Рэмси из Астон Виллы входят в шорт-лист полузащитников, которыми Бавария хочет усилить команду. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк у себя в Твиттере. Напомню, что в летнее трансферное окно мюнхенцы были близки к приобретению Палиньи, но в последний момент сделка сорвалась и португалец остался в Фулхэме. В нынешнем сезоне португалец провел 18 матчей в рамках АПЛ, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. Факундо Пелистри близок к переходу в Гранаду. Испанский клуб согласовал с Манчестер Юнайтед условия перехода Пелистри на правах аренды, сообщает Фабрицио Романо. Теперь стороны ожидают одобрения сделки со стороны главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага. Турецкий Фенербахче объявил о переходе защитника Атлетико Мадрид Чаглара Сьюнджу на правах аренды до конца нынешнего сезона. Сьюнджу перешел в Атлетико минувшим летом на правах свободного агента. Его контракт с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Лондонскому Челси неинтересна кандидатура нападающего Аль-Иттихада Карима Бензема. Синие планируют сосредоточиться на привлечении и развитии молодых и талантливых футболистов. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.